Ми вже говорили сьогодні про схід України. Ви, якщо станете президентом, то станете президентом країни, яка воює. І це в рази, звичайно, накладає ще більше відповідальності. Який у вас план закінчення війни і повернення Донбасу? І Донбасу, і Криму. І Донбасу, і Криму. Ми хотіли Розділити розділити це питання. Так. Самая сложная сегодня история, война внутренняя, о ней мы с вами поговорили, война с коррупцией и война, конечно же, внешняя. Я вам говорю свой взгляд и взгляд тех людей, которые рядом со мной. Я не вижу другого пути, как дипломатическое решение этого вопроса. На кону жизни людей – это самое дорогое, что у нас есть. Вообще-то, это наша самая большая ценность – люди. Вот. Поэтому не должны ни умирать, ни уезжать. И для этого нужно делать все возможное. Все, что у нас есть, минские договоренности, которые не работают. В принципе, встречаясь, опять же, с экспертами, ты понимаешь, что да, нужно расширять этот стол, да, нужно туда залучать США, Великобританию, представителей, делать этот, может быть, новый формат этого Минского стола, но в любом случае только дипломатическим путем. Нужны переговоры с Россией. Я, конечно же, считаю, что они должны быть при свидетелях, при США и представителей ЕС. Да, это лучший формат. Вот. Я не знаю, как это сработает. И обещаний на себя, конечно, не могу взять, чтобы завтра. Да. Но прекращение огня и тот же план Волкера, и мы с господином Куртом Волкером встречались и говорили, я думаю, что это все возможно. Договориться с, мы понимаем, с кем, да, с Россией, договориться, чтобы на линию разграничения ввести миротворцев, да, потом они переходят на следующий этап в малые города, в села, и затем уже в Донецк и Луганск. Вот. Но вместе с этим, что мне кажется, есть два важных пути, когда война, скажем так, изнутри, то есть, который бы я сделал. Первый путь, я считаю, что нам нужно начать информационную войну серьезную и победить в ней. И это возможно, потому что это без жертв. Я предложил, кстати, вот американским коллегам, мне кажется, это правильно, они поддерживают такую инициативу. Значит, я бы предложил первое. Люди, которые сегодня живут на территории оккупированных Донецка и Луганска, должны вернуться в поле понимания, что они украинцы. Что нужно сделать? Нужно сделать русскоязычный мощный канал, который бы был международным. Он вещал бы на территорию Крыма, на территорию Донецка и Луганска, на территорию Европы, США и Израиля, который показывал бы прагматично и правильно реальные новости, реальную жизнь в Украине, что у нас происходит. Мы бы говорили о том, что, ребят, вас обманули. Проводя информационную войну, что у вас забирают язык, мы же с вами понимаем, что язык это как бы не являлось причиной эскалации России. Естественно. Но единственное, на чем вас поймали, это на том, что у вас хотят забрать этот русский язык. Вот. Я бы целенаправленно это делал. Я считаю, что мы должны платить им пенсии. Понятно, что они там приезжают на территорию Украины, получают, уезжают, но большая часть людей там, они отрезаны от этого. Я бы вернул это. Общаясь, опять же, с экспертами в области экономики, финансов, они говорят, это большая потеря, может быть, для бюджета нашей страны. Но то тоже наша страна. Если мы говорим, что это наша страна, Луганск и Донецк, надо это делать. То есть нужно вернуть или сделать, или возродить всевозможные вот эти вот ключики к их пониманию. Мы помним о вас, вы наши, вы запутались. Ребята, мы одна страна, мы обязательно вернем. Параллельно, что бы я делал, кроме информационной войны, я параллельно бы, упирался бы в развитие нашей страны. И показывал бы им всем. Крымчанам показывал бы. Тем, кто в Донецке, Луганске. Посмотрите, как надо. Смотрите, как мы можем. Давайте вместе. Мне кажется, что все люди... Это начнется, мне кажется, волна Донецка и Луганска. И почему-то у меня есть такое ощущение, что она перейдет и в Россию. И любые потрясения, которые есть
на территории, на этих территориях потрясение людей. Когда только люди начнут сомневаться, действительно, им надо просто пускать это в мозг постоянно. Вот на это бы я был нацелен. Тогда они сами нам очень сильно помогут вернуть эти территории. Я уверен. Ну, а Крым вернется, мы же с вами понимаем, когда. Ну, Коли? Коли? когда будет смена власти в России. Я не думаю, что сегодня представители Российской Федерации... Я не знаю, что там... Вот наш президент, правда, сказал, что после выборов он вернет Крым. После второго тура. Вот. Я не представляю, как это сделать. Ну, він трошки не так сказав, заради Да? справедливості. Скажіть, Так, він будь ласка, пояснив. як Він він сказав, сказав? що він відразу після другого туру, в разі перемоги, ініціює серйозні кроки на повернення, а не повернення. А до цього були несерйозні. Ну, неважливо. Трактувати Про президента. по-різному. Раз ми вже згадали, президент – це ж і головнокомандувач за українською Конституцією. І звучать скептичні голоси стосовно довіри до вас, як до головнокомандувача. Ну, Як ви можете цю довіру заслужити? Так вы правильно очень сказали. Я понимаю скепсис людей. Но ее надо заслужить, доверие. Ну, своими поступками, вот этими переговорами и, естественно, назначением, правильными кадровыми назначениями руководителей Генштаба, Министерства обороны, РНБО и так далее. Я понимаю, почему люди так говорят. Но скепсис, я все понимаю. Ну, мы же не закончили войну. У нас война продолжается. Володимире, а що ви скажете людям, які звинувачують у вас у несамостійності як політика? А что им еще сказать? Я уже столько раз просто сказал. Ну, скажіть ще раз. Скажіть ще раз. В моей семье, когда я говорю, это я, Лена и наши родители. Мы очень болезненно воспринимаем две вещи. Нечестно заработанные деньги и несамостоятельность. Это на уровне, ну, простите, пожалуйста, мужской амбиции. Это две вещи, которые являются вообще камнем преткновения в любом моем решении. Мне не интересно ничем заниматься, если там нечестные деньги или если я выполняю чью-то волю. Важный момент. Волю кого-то, персонажа и так далее. Мне пытаются сейчас, опять же, где-то, столько раз сегодня сказал уже средства массовой информации, они нам, на самом деле, очень много всего хорошего делают. Я сам из этой среды, и я понимаю и уважаю всех этих специалистов. Ну, мы понимаем, некоторые, поэтому я и говорю. Пишут мою зависимость от господина Коломойского. Связывают ее всего лишь, или не всего лишь, с тем, что с тем, что я работаю на канале 1+1, на котором я, до речі, не працюю. Я працюю в студії «Квартал 95», а вона вже продає свій продукт каналу 1+1. У меня нет с ним никаких договоренностей, никаких подписей, никаких меморандумов по поводу, что я служу хозяину Коломойскому. Он мне не хозяин. У меня нет никакого хозяина. Вы знаете, какая у нас ситуация, кому все каналы принадлежат. Ну что, такая ситуация. Все большие предприятия, вся информационная, по большому счету, все большие информационные киты принадлежат таким вот финансовым, можем их назвать тоже китам. Вот. Это же не значит, что все люди, которые работают на этих каналах, актеры, продюсеры, режиссеры, журналисты, они что, не самостоятельны? Самостоятельны. У них контракты, они работают за определенные деньги с этим предприятием. И кто хозяин этого предприятия, по большому счету, не должен никого волновать. И в мире то же самое. Во всем мире то же самое. Какие-то группы владеют какими-то каналами. Поэтому мои связи с Коломойским, вот они связи. Да, конечно же, студия «Квартал 95» производит много продуктов, где у нас совместные с плюсами права. Совместные, значит, и с собственником. Совместные права, мы продаем эти права, да, мы делим прибыль. Раньше, когда торговали, до 2014 года торговали с разными странами СНГ, включая Россию, да, продавались там сваты, мы их производили за украинские деньги. Продавались туда сваты, деньги мы делили. Там типа прав. Но это просто обстоятельства этого рынка. Ну да, и что? Мне нечего скрывать, мы сами заработали. Мы сами заработали свои деньги, и все.
Ну, час нашого інтерв'ю потрошечки завершується. Да, Я не можу не вибачте. спитати, що мені дуже сподобалось у вашій програмі. Ви єдиний кандидат в президенти, який записав у своїй програмі сортування сміття і Да. відмова від пластику. Володимир, якщо ви це пишете в своїй програмі, це значить, ви хоча б це будете, ну я не знаю, десь згадувати. Ну ви собі Да. уявляєте, який пласт треба підняти з дитячого садка, вчити дітей сортувати сміття. З чого би ви тут почали? Ну мені це, ви знаєте, мені це дуже болить. І я вважаю, що ще трошечки Україна просто в пластику просто потоне. От з чого ви тут будете починати? Вы знаете, там вообще решения, они же уже есть все. В мире люди с этим борются. Рішення в мірі є. Ну, в Україні Ну, а нічого здесь, не вообще, працює. здесь вообще это, давайте, я же говорю, мы об этом не говорим. Мы просто должны все время об этом говорить. Ми говоримо Не- на ICTV Да. в програмі «Факти» Да, но практично эта кожного программа дня. должна быть правительство страны. Это выделяется отдельный бюджет. Дается всем нашим украинским средствам массовой информации, которые прекрасно на этом не просто заработают, а выполнят свою социальную миссию. Все для каждого канала. Мы просто объявим год такой. Год без сметя. Запишем эти ролики. В новостях люди будут об этом говорить с удовольствием. И будем показывать, как у нас это люди делают. Ну, роликами не решишь всю проблему, Владимир. Вы смотрите, чтобы вообще... Я вам объясню, что дело... Почему снять мораторий с земли сложно, и этим пользуются многие депутаты. Потому что мы с вами не образованы в том или ином вопросе. Тут же дело не в роликах, дело в информации. Обучите сначала человека, объясните, пожалуйста, людям, а потом, когда вы объяснили, покажите плюсы и минусы, и после этого покажите законопроект. Уважаемый депутат, только в таком порядке можно действовать. Только в таком порядке. Потому что если мы просто скажем, давайте без мусора, этот закон могут не принять. Общество должно быть информировано, понимать, что происходит. Все. Володимир, у Да. вас є зараз можливість звернутися до українців. Скажіть їм щось за кілька днів до виборів. За кілька днів до виборів. Во-первых, я вам желаю прожить эти дни не как перед каким-то страшным судом или как перед чем-то особенным в вашей жизни. В вашей жизни особенно каждый день. Это правда. И каждый день рядом с вашими близкими. Берегите этот день. Я всем советую 31 числа просто пойти на выборы, чтобы потом помнить, что от тебя что-то зависело или ничего не зависело. Никого не слушать. Выберите человека. Мужчина это, женщина. Это вообще ваш выбор. Это не важно. Важно, что вы должны это сделать выбор. Это то, с чего начинается ваше как раз самосознание и самоидентификация. Вы украинец или вы украинка. Вы голосуете. Вы выбираете для себя человека, на котором, по вашему мнению, вот должен быть президент вот такой он. Это лицо вашей страны. Выбирайте лицо. Выберите просто тот, кто вам ближе. Вот. Но самое главное, я считаю, что мы сами ответственны, мы сами решаем, как жить и где жить. Прощання. Володимир, Олена, ми вам дуже дякуємо. Я нагадаю, що сьогодні в програмі інтерв'ю з кандидатом про головне був кандидат на посаду президента Володимир Зеленський і його чарівна дружина Олена. На все добре.